В зоопарке, где между прутьями сетки и стекла прячутся даты радостей и тревог, время будто идет в другом темпе. Каждый день здесь начинается с привычек. Мерный звонок воды, шорох клеток, тихие обсуждения ветеринаров, которые считают виток за витком, чтобы не нарушить хрупкий баланс людей и зверей. Но в один вечер, спустя 15 лет после того, как старый ветеринар помог спасти льва из нелегального цирка, вывел его к людям и миру, произошло нечто, что перевернуло все заново. Старый ветеринар, доктор Павел Корнилов, уже не молодой, но глаза у него по-прежнему светились тем же холодным блеском, который когда-то внушал доверие каждому зверю в зоопарке. Он зашел в коридор, где пахло лекарствами и сухой землей, и остановился перед знакомой клеткой. Климат здесь остужен, воздух насыщен запахами хвои и металла, звуками жизни, но иногда под этой жизнью прячется боль, которую никто не хочет вспоминать. 15 лет назад Павел помнил каждую кость, каждый шрам на теле льва, которого в истории зовут Симба. Тогда они нашли льва в крутом цирке, где зверь был вынужден демонстрировать силу и жестокость, чтобы выжить. Павел поверил в него не как в зверя, а как в сущность, которая имеет право на шанс. Он рискнул тем, чтобы свести к минимуму боль у этого животного, чтобы вернуть ему не только физическое здоровье, но и веру в людей. Их взаимодействие стало символом того, что любовь и терпение могут победить суровость судьбы. Теперь Симба вырос в величественного льва, которого почти не узнать по детству, но память о том времени живет в стекле клетки. Павел подошел ближе, вспомнил, как тогда держал льва за лапу, как говорил медленно и спокойно, чтобы зверь привык к его голосу. Но сейчас перед дверью стоял не просто лев. Перед ним стоял символ неразгаданной тайны, в которую он сам сыграл роль главного героя. Когда дверь клетки распахнулась, надзиратели и зрители ожидали обычной реакции. Взгляд, слабое легкое рычание и, возможно, нарушение старых привычек. Но случилось нечто иное. Симба, тронный владыка своей территории, встал на задние лапы и медленно приблизился к стеклу, словно искал не слабость, а память. Его глаза встретились с Павлом, и внутри льва будто заиграли искры знакомого человека, чье лицо он помнил не по памяти, а по заново пережитым чувствам. Старый ветеринар увидел то, что шокировало остальных. Симба не протянул клинкюкус к людям, не поднял лапу на угрожающий жест. Он сделал нечто неожиданное. Опустил морду к стеклу и принюхался, словно чаял запах ушедших дней. Затем лев сделал шаг вперед, и его дыхание стало ровнее, как будто он впитал в себя не 1/10 секунды прошлого и стал готов принять настоящее. Глядели на это не только сотрудники зоопарка. В их глазах читался шок и изумление. Не каждый зверь помнит человека спустя многие годы так, чтобы выражать это в конкретном жесте доверия. Но именно это и случилось. Симба медленно положил мощную морду на стекло, будто собирался поцеловать прошлое, и позволил Павлу ощутить тепло его дыхания, которое пахло спасенной детской болезнью и теплыми днями отдыха в тени деревьев. После долгих секунд молчания зрители начали шептаться. Когда-то они были вместе на краю риска, и вот он возвращается к нему. Но Павел не хотел превращать это в драму. Он присел на корточки, чтобы быть выше по уровню льва и смотреть в его глаза, не поднимать головы, не тревожить его. Симба снова опустил морду, прошелся по стеклу, как по толще воды, и через мгновение сделал нечто, что стало для Павла ответом на вопрос, который он держал в себе долгое время. Лев слегка подрагивал лапой и торопливо положил ее на запястье Павла, как будто хотел уложить в ладонь старого человека часть своей жизни.
Это оказалось не просто так. Зверь, казалось, хотел передать ему свою историю, свои воспоминания и тяжелую, но длинную дорогу к свободе, которую он прожил рядом с людьми. Павел почувствовал, как внутри него что-то сдвигается. За годы работы он привык к тому, что животные держат дистанцию, что любая привязанность может обернуться болью. Здесь же был иной случай. Он получил ответ не агрессией, не страхом, а доверительным прикосновением. Если верить словам людей, то Симба, выросший в условиях зоопарка, все же сохранил память о том дне, когда его вытащили из цирка, спасли от рабства и подарили шанс на нормальную жизнь. Возможно, именно память стала тем ключом, который позволил льву распознать в Павле не врага, а друга. Но в этой истории было и другое. Старый ветеринар решил не уходить. Он пришел не ради славы или благодарности, а ради того, чтобы увидеть, как любовь и терпение способны сделать невозможное реальностью. Павел рассказал сотрудникам, как когда-то спас льва от смерти, и как те дни не просто воспоминания, а уроки, которые живут в каждом дне. Он рассказал о том, как Симба пережил обезвоживание, паразитов и инфекции, как он стал для зверей источником силы и чуткости. Он говорил медленно, чтобы львы и люди могли понять. В их взаимоотношениях важна не спор о правах или власти, а доверие и уважение к их опыту. Накануне ночи, когда в зоопарке спадали сумерки, Павел провел разговор с Симбой без слов. Он внес в клетку не инструмент боли, а маленький элемент – игрушку из резины, мягкую, но тягучую, чтобы Симба мог обнюхать и погрызть ее без риска. И львенок ответил ему не рыком, а тем же тихим мурчанием в глубине горла, которое люди обычно приписывают кошкам, но в льве звучит как вибрация самой земли. С этого момента состоялся ритуал, который стал новым символом их связи. По вечерам, когда в один из дней до наступления ночи Павел садился у клетки и пел мягкую песню, похожую на колыбельную. Его голос, словно нечто тканое из памяти, проникал через стекло и доходил до сердца льва. Симба вслушивался, закрывал глаза и поглаживал лапой узкую щель между прутьями клетки, как будто касался лица старого друга. Постепенно львенок стал есть больше, его аппетит вернулся, и психика пришла в равновесие. Эта фраза пения ветеринара стала чем-то почти легендарным в зоопарке. Знали, что любовь и терпение могут создавать чудеса. Сидя рядом с клеткой, Павел все чаще замечал, как Симба повзрослел не только внешне, но и умом. Он стал чувствовать настроение окружающих людей. Он знал, когда смотреть, а когда закрывать глаза. Ветеринар рассказывал коллегам, что зверь начал реагировать на команды не через силу, а через доверие. Смирение и уступку заменили страх. В зоопарке появились новые ритуалы. Вечерние беседы с львом, короткие прогулки под присмотром сотрудников, возвращавшихся из смен, чтобы передать льву новую порцию внимания и заботы. Лев стал не просто представителем своего вида. Он стал символом того, что даже зверь, переживший темные годы обращения и насилия, может стать частью сообщества, если рядом найдутся люди, готовые выслушать его и не навязывать своей воли. Публике этот образ дарил надежду на то, что даже в самых жестоких условиях существуют мосты между мирами, и они могут быть построены не силой, а теплом человеческого сердца. Но история не могла обернуться только радостью. Спустя годы у доктора начались проблемы со здоровьем. Позвоночная грыжа, артрит, гипертония. Не редкость для человека, который десятилетиями работает на пределе возможностей в условиях постоянного стресса. Он продолжал работать, но каждый новый день приносил ему сомнения. Справится ли он еще с тем, чтобы быть тем, кто нужен льву? Страдания в теле и мысли о мере времени преследовали его, пока он не решил:
Если любовь — это дорога, то она должна быть проложена до конца. Наступила ночь, когда Павел понял, что пора попрощаться. Он приехал к клетке Симбы не ради профессии, а ради взаимности, чтобы рассказать льву, что он сделал и что он чувствует now. В этот вечер он спел льву последнюю песню, ту же песню, которую пел и прежде, и она прозвучала как чистый свет в глубокой тьме. Симба, казалось, понял. Он не один. Его держат память и любовь людей, и он отвечает ласковым мурчанием. Симба зашел еще ближе к стеклу, помахал хвостом в благодарность и, словно спеша не обидеться на судьбу человека, протянул лапу к руке Павла. В этот момент в зале царила тишина, будто время остановилось, чтобы услышать, как две сущности, прошедшие через годы боли и радости, нашли друг друга в этом узком пространстве, где живут их истории. Это было прощание без слов, но с полным пониманием. Они друзья, и их связь не исчезнет с исчезновением тела одного из них. После того вечера Павел продолжал посещать зал, где лежал Симба, досматривать его аптечку и следить за состоянием льва, как будто снова искал доказательства того, что любовь должна существовать вне времени. Он понимал, память о то джисубу лати. Это не просто воспоминание, это связь между сердцами, которая может жить дольше любого срока, дольше любого органа. Ветеринарное сообщество и зоопарк приняли историю как свидетельство того, что уважение к прошлому возможно не только в человеческом обществе, но и в мире животных. Старик в конце концов уединился в кабинке, где держат записи и планы спасения животных. Он писал дневник дня, где описал встречу с Симбой и то, как лев постарался передать ему смысл своей жизни в одном жесте. В тот день он понял, дружба не требует объяснений, она требует терпения и доверия. И если один человек может вернуть зверю веру в жизнь, то этот зверь может вернуть человеку веру в себя и мир вокруг. Спустя годы люди в зоопарке рассказывали детям историю о том старике и льве по имени Симба, историю, как любовь и терпение способны превратить страх в доверие, одиночество в семью. Год за годом эти два существа показывали всем, что границы между мирами не столько разделяют, сколько соединяют. Там, где есть полная искренность и готовность слушать, там рождается чудо. И если когда-либо вы спросите себя, действительно ли дикие животные помнят нас с той же теплотой, с которой помнят наши руки и голоса, ответ прост – да. Встречаются истории, когда старик возвращается в клетку спустя много лет, и животное отвечает не страхом, а благодарностью. Это история о том, как долг памяти и любовь могут сделать невозможное возможным, и как, возможно, именно это делает мир вокруг нас немыслимо прекрасным.